Шалом, друзья! Я вот решил такое необычное видео снять. Оно поможет очень сильно сейчас, особенно для жителей Европы, потому что сейчас в Европе приняли такой закон, чтобы добавлять в муку, в хлеб, везде разных жучков-паучков. Друзья, вот перед вами стоит стол. Я прямо в дома поставил себе в своем доме вот так стол. И сейчас я начну объяснять, может быть, вы знаете, и кто не знает, я начну сейчас объяснять, что к чему. Во-первых, это зерна, видите? Я купил зерна, а зерна можно купить разные, друзья. Вот, например, это зерно белой пшеницы, и вот приблизительно его мука, это ржа, да, вот я не сильно разбираюсь в этих сортах, скажу вам честно, я не хлебороб, ну, видите, да, вот разные, это как бы и озимая пшеница, и белая пшеница с белой мука, и те, которые серая такая мука получается, и даже мука, вот как ее помолоть, вот видите, да, она немножко другого цвета, вот разного цвета, оно даже отличается, если так присмотреться, это разные цвета, разные зерна и разные цвета. Что я делаю? Я покупаю зерно в мешках. Это купить, я не знаю, в Европе тоже, думаю, можно без проблем. И вот это стоит мельница, друзья. Вот это мельница. Мельниц есть очень много разных, чтобы вы это знали. Ну, это я очень хорошую купил мельницу, мощную мельницу. Как она делается? Вот крышка вот так как бы открывается, туда засыпается зерно, и она закрывается очень плотно, прижимается, очень хорошо прижимается и включается она, вот кнопочка есть, и она работает, и за минутку буквально из этого зерна, вот видите, получается вот такое красивая мука, очень красивая. Друзья, если вы пробовали когда-то, это вкусняшка. Это не то, что магазинный хлеб. Плюс вы можете экспериментировать, добавить, например, 2 части такой муки, 1 часть такой муки, или все 3 муки вы можете вместе в хлеб сделать. То есть фантазия, как ваша будет работать, это на ваш выбор. Можно сделать что угодно, какие угодно комбинации и пробовать, пока не найдете тот хлеб, который для вас очень вкусный. Вот я так выставил, чтобы вы увидели, какие бывают зерна. Вот видите, да, вот еще они в больших контейнерах. А вот так чуть-чуть я молол, то, что осталось, я, в принципе, много намолол, но жена моя уже поиспользовала. Друзья, эту муку вы можете использовать и на хлеб, и на блинчики, и на булочки. И вот в этом вам поможет хлебопечка. Хлебопечек есть тоже огромное количество выборов. Очень выборов хороших. Есть маленькие хлебопечки, есть большие. Но вот эта вот большая хлебопечка, это очень легко пользоваться. Друзья, мука, вода, яичко, там, соль, кто что добавит. В этой хлебопечке, друзья, можно делать не только хлеб. Вы можете делать тесто на пончики, на блинчики, ну, не знаю насчет блинчиков, блинчики можно вручную это заколотать, да, на все тесто делается, и на пирожки, и на все сладости, и все такое. И вы можете просто тесто сделать, все программируется, друзья, все легко это сделать. И особенно это очень важно, друзья, потому что сейчас мы живем в такое время, что хлебобулочные изделия, в печенье, все, что продается в магазине, уже начинает добавлять жучков. Это особенно для жителей Европы, я говорю, когда вышли эти законы. То вам это поможет. Может быть, вы это знаете, но для тех, кто не знает, это для вас очень-очень-очень сильно пригодится. Поэтому все, что вам нужно, купите мельницу, закажите себе зерна. Я вот заказал, у нас есть в Америке, есть такой магазин, где даже продаются органические зерна, чистые зерна, то есть чистая пшеница, которая растет, зерна, урожай, который не добавляет никакой химии. Вот это видите вы, зерна органические, вот как они красиво смотрятся. Вот вы знаете, это одно только вид уже вот. То, что я вот вижу, это красота, вы знаете, это огромная красота. А потом эта мука, это бесподобная, вы понимаете, в магазине такой муки вы не купите. Вы можете добавить немножко грубого помола, вы можете более мелкого помола сделать. То есть эту машинку, если вы включаете, если вы хотите более грубого помола, то вы включаете, например, 30 секунд. Если более мелкого, вы хотите 45 секунд. А если и чересчур мелкого, то вы включаете уже на
например, на 1 минуту. То есть вы можете экспериментировать сколько вам угодно, пока вы не найдете идеальный для вас вариант. Поэтому, друзья, делитесь этим видео своими друзьями. Возможно, кому-то это поможет. Сейчас в домашних условиях такую мельницу иметь, хлебопечку иметь. И все это вкусняшки делать сами. И будете знать, никаких ни жуков, никакой химии вы не будете иметь. Будьте благословенны, будьте здоровы. Да даст Господь вам мудрость, да даст Господь вам благословение. И я надеюсь, это видео вам поможет, друзья.